Привет, меня зовут Елена, и вы на моем канале. У нас сегодня будет интересный дизайн с вензелями и очень даже интересной бежевой кошечкой. Давайте приступим к просмотру. Кстати, было интересно, как же снимать эти стразинки. Вот я вам сейчас покажу, как я мучаю свою фрезу. И в принципе, я переживала, что я не сделала этот дизайн конусными стразами. Забыла и использовала простые стразы. Ссылочку на этот дизайн оставлю в описании и под буквой «И» сверху. И вот так вот я поддеваю. Я вот вижу, где там заканчивается сам стразинка. Использую вот такую вот зеленую фрезу. Я их обожаю. У меня, по-моему, 6 или 7 штук. Использую хорошо. И буквально поддев, фреза прямо отлетает. Я переживала, что так как стразы не конусные, они не будут держаться, но тем не менее все прекрасненько продержалось. Вообще, мы и очень даже легко удалили эти стразинки. Стразы у меня есть, по-моему, стеклянные. Ну, не по-моему, а по-моему точно. И относила все очень даже шикарно. Как я уже, видите, приступила к снятию материала. У клиентки моей, в принципе, вверх растущие ноготки, и мы их не исправляем. Я считаю, что этот казус не сильно так заметен, и поэтому мы просто делаем коррекцию. Сюда коррекцию и все. Частенько она теряет ноготь 2. И давно забытая, хорошая, старая, я вспомнила, что я раньше пользовалась вот этими ботеночками и вернулась к ним. Все-таки пилочкой я не люблю работать вообще, от слова совсем. И поэтому обожаю работать вот такими фрезами, которые заменяют мне пилочку. Не знаю, мне так намного легче. Я точно не могу поранить клиента. И как можете видеть, что нифига не видно. Ленка там сильно увлеклась и ушла с кадра. Но для меня вот этот способ опила, подготовка ногтевой пластины перед покрытием, самый удобный. Пилочкой, не знаю, у меня такая какая-то рукожопая. Не умею я пилочкой. В принципе, я не вижу в этом минуса. Вижу только плюса. Я не устаю от пиления, то, что это делает за меня фреза. Я использую базу от Dance Legend Flexi. Я ее перелила в баночку, мне так легче ее наносить. И использую ее кисточкой. Но что-то у меня с ней тоже не срослось, хотя она и флекси, но что-то у меня она вообще не флекси. Большие отслоечки, и я перестала ей пользоваться. Хотя мне ее советовали прям. И говорила, что купила этот... Кстати, когда вот это видео вышло, очень было негатива с моей стороны про этот гель. Также ссылочку оставлю на этот гель. Как-то я приспособилась и все-таки работаю им. Не такой уж он, в принципе, плохой. Да, прикопаться можно до чего угодно, но я решила все-таки израсходовать эту баночку. И дала ей второй шанс и использую очень даже ее регулярно. Я купила гели Космопрофи, который обожаю, но тем не менее и выкидывать, как говорится, деньги на ветер, которые я уже потратила, не хочется. Если бы этот гель был плохой в носке, естественно, я бы его выкинула, даже не задумываясь. Но этот гель мне, полигель, именно тяжел в работе. Но я где-нигде его стараюсь использовать. Кстати, в верхних форах он шикарно себя ведет. И цвет очень даже интересный, милый. Но, как вы видите, он кошмарно цепляется к кисточке. И на тот момент, когда я выдала видео, лайфхак, как снимать, как я с ТикТока, что после того, как нарастили, наложили материал, нужно убирать длину, чтобы приоткрылась ширина. Убираю я или делаю опил вот такой фрезой. У меня они зеленые и с синими насечками. В принципе, разницы большой не замечаю, но я очень люблю делать ими опил. И, кстати, можно также само перевернуть ручку и этой же фрезой спокойненько выпилить из-под ноготка. Она тоже удобная, выпилить из-под ноготочка. Я, в принципе, ленивый человек, и я не работаю пилочкой, то что я прямо аж потею от пилочки. И всегда смеюсь, издеваюсь над своими, говорю, мне надо пойти к китайцам, чтобы научиться работать пилочкой и быстрее.
Использую вот эту кошечку, она очень симпатичная, но, к сожалению, их уже распродали. Как раз я купила их на распродаже, и у этой фирмы больше этих кошечек нету. Но они просто идеальные. Я не понимаю, почему они убрали их с производством. Прям идеальные кошечки. Наношу эту кошечку. Да, нигде видно то, что пластина не очень-то ровненькая. Нужно, в принципе, было ее подровнять бафиком. Но, как говорится, хорошая идея приходит слишком поздно. Тем не менее, наношу этот цвет. Первым слоем наношу его без магнитика, а уже на втором слое буду отмагничивать, делать рассеянный блик. Мне эта кошка очень нравится. Именно когда клиенты просят что-нибудь такое не сильно яренькое, этот бежевый цвет просто идеален. Он бомбически смотрится. Обалденный цвет, такой переливы, такие там золотисто-серебристые, симпатичненькие. И мы будем делать вензеля. Я люблю вензеля, хоть уже это и не модно, но такой человек я, что мне пофиг, что там модно, не модно, даже в жизни мне по шарабану. Если мне это нравится, то я это делаю. А гоняться за модой я не умею. И мы делаем именно то, что нравится мне или моим моделям в этот момент. И девушка выбрала вензелюшки. Я вензеля люблю рисовать красочкой от Elite 99. Недавно заказала себе другую красочку с Германии. Кстати, очень тоже мне нравится. Скоро буду ей пользоваться. Но вот Elite 99, у меня она и белая, и черненькая. Уже годика 4, наверное, я ими пользуюсь. Мне очень нравится рисовать ими вензеля. Обалденно держат форму. И что самое главное, естественно, они просыхают. Я сушу 1 минуту. Рисуем по-быстрочку вензелюшки. Делаем это на одном ноготочке одной руки. Дополняю это все прямыми линиями. И дотсом поставлю небольшие точки. В принципе, дизайн выполняется буквально за 5 секунд, но смотрится очень даже интересно и эффектно. Тут моя собака приперлась и кушает под столиком. Грызет свою косточку. Вензеля я рисую обычно кисточкой от Юбилей. Мне нравится, как она называется. Страйпер. Я обожаю ей рисовать вензеля. Она более такая длиннющая. И вот мне нравится ей рисовать и тонкие линии, и вензеля. Получается очень эффектно и симпатично. Вот такой у нас маникюрчик получился. Я довольна, девушка довольна, что еще нам нужно. И девушка вернулась ко мне через 4 недели без ноготочка. Но продолжение мы посмотрим уже в следующем видео. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте поставить этому видео лайк, комментарий. И мы увидимся в следующем видео. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Пока.